Мы продолжаем нашу серию обзоров, как мы делаем наши сделки, как мы анализируем графики и что происходит вообще на рынке. Мы делимся друг с другом, ну и заодно рассказываем вам. Возможно, кому-то интересно, я даже уверен в этом. Задавайте ваши вопросы, чтобы мы лучше понимали, что вам интересно. Ну, а мы продолжим, и перед этим я скажу, что все, что мы здесь обсуждаем, ни в коем случае не финансовая рекомендация. Обычно эту фразу произносит инопланетянин, но уже сегодня решил сказать я. Наш эксперимент 17 апреля, и вот уже больше месяца мы достаточно эффективно торгуем, показывая хорошие результаты. Ну и посмотрим, что у нас получилось со вчерашнего дня. Вот это сделочки, да, вчера, значит, мы все-таки сделали ставку на рост. К сожалению, значит, и вошли вот в этом районе. К сожалению, цена пошла на откат, дошла вот до этого линии сопротивления, оттолкнулась и пошла вверх. Тут я не выдержал и закрылся. Вот, наверное, закрылся вот здесь вот. Вот здесь закрылся. И это сгенерировало, получается, 97 центов, то есть плюс 9,81%. Затем я еще раз сходил в лонг, вот эту маленькую сделку сделал и закрыл. И сегодня я нахожусь вот в этой сделке шортовой, и все идет по сценарию пока. Что у тебя все наоборот, и у тебя обозначение стопа гораздо длиннее или шире или больше по номиналу, по значению, нежели take profit. А это технически неправильно по риск прибыли. Скажи, пожалуйста, вот, есть ли в этом смысл? Конечно, нету. И, в принципе, я смотрю на, опять же, уровень ликвидации и иногда даже работаю без стопов. Да, я это знаю, это одна из стратегий для людей, живущих на других планетах, у которых бесконечные ресурсы, которые можно использовать сколько угодно. Но для людей с ограниченным ресурсом, конечно, нужно соблюдать риск-менеджмент и определенное соотношение риска к прибыли. И, как правило, мы говорим не меньше, чем 1 к 2, да, лучше 1 к 3. Ну и, в общем-то, результатами ты поделился, я тогда поделюсь видением рынка, и мы посмотрим что-нибудь еще. Сегодня была интереснейшая ситуация в районе 16 часов. Ну, во-первых, мы росли с самого утра, ну, в смысле не мы, а рынок рос. Я перейду на биткоин. Биткоин сегодня достигал хороших значений, причем было это достаточно неожиданно после 3 выходных на закрытии лондонской сессии, где нью-йоркская осталась в одиночестве, был красивый такой сквиз, ровно 16 по Москве. И на дневке мы видим, что неопределенность на биткоине продолжается. Неопределенности я говорил, кто смотрел наши прошлые видео, я говорил о неопределенности. Кому интересно, пересмотрите. Ну и вот то, о чем говорю сегодня. Мы сходили вверх с квизом, вниз с квизом, ну и устаканились примерно такой же свечой с большими тенями и формируем вторую, которая вполне может быть практически близнецом. То есть неопределенность продолжается. Какую здесь можно ставить ставку в сторону, пока непонятно. И остается только гадать, потому что довольно необычно сопротивление двух сил лонг, да, кто-то считает, что пора бы расти, кто-то считает, что уже достаточно сильно выросли и можно было бы уже и вниз сходить, ну, а кто-то считает, что нужно всех обмануть и забрать стопы и у тех, кто вниз, и у тех, кто вверх. В общем, это игры, которые те, кто руководит рынками, они таким образом ведут эти игры и зарабатывают в обе стороны. Но по-прежнему у нас почему-то как бы не рос или падал биткоин, волатильность опять никак это нам не показывает. Для меня это на самом деле странно, что приятно, и это отразилось на некоторых альткоинах, что они перестали следовать за биткоином, поскольку начала снижаться его доминация. И мы все давно этого ждем. И здесь уже некая такая, когда появится третья точка, можно будет нарисовать даже нисходящую, трендовую. Ну и порадовал сегодня немножко эфир с самого утра. Он довольно серьезно вырос, что касается основных альткоинов и основной истории. Вот он преодолел
практически за сегодня весь вот этот вот диапазон базы, который он формирует. Сейчас два пути у него: откатиться от верхней зоны вниз, либо же пробить, и меня научил инопланетный гость зеленым карандашом рисовать на экране. Я попробую нарисовать нечто вот подобное. Может произойти, либо, возможно, продавцы победят и произойдет нечто подобное, поскольку вот здесь есть имбалансы. Как будет, так будет. Я в очередной раз не устаю говорить эту фразу. Я наблюдаю в моменте на коротких таймфреймах. В общем-то, порой, как и наш инопланетный гость, от него научился, рискую, но стараюсь соблюдать риск-прибыль и, ну, скажем так, не выходить за рамки определенных правил и не превышать, не завышать риски, чего и вам желаю. Никогда не завышайте риски, даже если вам это в лучшем варианте развития событий сулит большую прибыль и доходность. Ну, я вроде как все охватил, что хотел. Если хочешь, можем рассмотреть твой линк. Интересная монета. Он вроде как и похож на биткоин, но, ну, в смысле, по поведению он в ту же сторону примерно ходит, но иногда отвязывается и ходит сам по себе. Что я вижу, если взять дневной таймфрейм, что у нас была нисходящая, давай же, раз я взял за правило рисовать здесь, была вот такая нисходящая структура у нас, которую мы сломали. Я считаю, что мы ее сломали где-то вот здесь и подтверждаем сейчас вот этим выходом. Немножко неровно получается рисовать, но вот где-то мы формируем сейчас вот эту вот базу, и, возможно, не пробив, не проведя вот такого движения, мы можем сделать вот такое. Я надеюсь, у тебя примерно такие же мысли. Здесь я могу сказать, что у нас что-то подобное формируется восходящему тренду, хотя так в кривь и в кось, извиняюсь за ровность лись. Меня смущает только то, что здесь у нас растут слои, и они как бы не обновляются, а наоборот, каждый выше следующего. Но в то же время у нас и здесь идет вот такая нисходящая история. И, как всегда, этот клин, да, куда он расторгуется, может быть по сломанному тренду, а может быть станет продолжением основного. Буду наблюдать за маркерами. Здесь на дневке понятно, что ничего не понятно. Попробую что-то разобрать на 4 часах. И давай посмотрим, что нам показывает 4 часа, исходя из того, что мы условно начали ломать нисходящую структуру. Мы видим, что такая достаточно кривая база накопления у нас получается. Мы над прошлым накоплением, с которого мы немножко откатывались, а потом выросли. И как обычно, я попробую порисовать знаковые зоны. У нас самый верх здесь. Туда мы пошли вот отсюда. И я бы сказал, что ориентиром служила бы, наверное, у меня вот эта зона 16500 где-то. Я бы на нее ориентировался, упираясь в нее и оттолкнувшись. Попробую показать это здесь. Вот эта зона меня интересует. Может быть вот так, а может быть вот так. Но все будет все равно, мне кажется, отталкиваться вот от этой зоны. Примерно 16500. Давайте понаблюдаем и на завтрашнем эфире посмотрим, победили те, кто считает, что рынку пора бы подрасти, или те, кто считает, что нет, еще рано. Как всегда, очень интересно, очень детально. Спасибо за это. Ну и, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, также комментируйте, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим завтра. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока.